«Белые луны». Автор в Велзе читает Кэти Вилд. Глава 17. Плотнее запахивая на груди меховой жилет, Чимин бредет в сторону дома Тэхёна. Делать абсолютно нечего, и Омега, погрузившись в собственные мысли, задумчиво ворошит ковер хрустящих под его ногами листьев. Он в знак приветствия машет рукой знакомым оборотням, что вышли на улицу с метлами. Глубоко дышит холодным и влажным октябрьским ветром, несущим в себе горький запах тлеющих костров сухой листвы, и улыбается детям, чьи головы украшены пышно-желтыми красными венками. Чимин находит Кима сидящим на крыльце. Закутавшийся в плед Тэхён с благодарностью смотрит на Чунгука, который устраивается рядом, держа в руках миску, наполненную кусочками чего-то непонятного и немного разного по цвету. Ким двумя пальцами подцепляет тонкий обрезок предложенного мужем угощения, и подошедший ближе Чимин сразу понимает, что это мясо, сырое мясо. Пак изумленно смотрит на друга, который, не замечая ничего вокруг, вгрызается зубами в жесткую плоть и прикрывает от удовольствия глаза. Тэхён, сосредоточенно и глухо урча, мусолит кусок мяса, пытаясь разжевать, но удается ему это плохо. Он то вытягивает лакомство изо рта, жадно обсасывая и глотая отдельные размягченные волокна, то вновь громко чавкает, стараясь размолоть зубами неподатливый кусок. А Чунгук, не отрывая восторженного, горящего счастьем взгляда, наблюдает за всеми действиями Омеги и обеими ладонями заботливо держит перед ним миску. Привлекая к себе внимание, Чимин откашливается в кулак и встает напротив Тэхёна, который мягким жестом забирает у мужа мясо и чуть кивает головой в сторону двери. «Вкусно?» — вкрадчивым голосом интересуется Пак, когда Чунгук скрывается в доме, а оставшийся Омега тянется за новым куском. «Очень!» — бубнит с набитым ртом Тэхён и тыкает пальцем в миску. «Самое темное мясо — оленина. Вот это на косточках зайчатина. Но вкуснее всего мясо вепря, жирненькое и жуется легче. Будешь?» Он открыто улыбается и протягивает другу миску, но тот не спешит принимать угощение. Чимин внимательно рассматривает Тэхёна, и от этого взгляда Омега тушуется и прикусывает нижнюю губу. «И с каких это пор так сильно поменялись твои вкусы на еду?» Требует объяснений Пак и, не услышав от Омеги ни слова, сам озвучивает. «Ты беременный. Когда с Чунгуком успели?» «У меня была течка, когда ты после отравления дома отсиживался», мямлит Тэхён, нервно перекладывая в миске кусочки. «Нашему малышу 2 месяца». Чимин переминается с ноги на ногу. Не знаю, как отреагировать на эту внезапную новость. Внезапную, кстати, только для него одного. Ведь наверняка и Юнги, и Намджун, и многие другие оборотни давно уже в курсе скорого пополнения в семействе Чон. Но они это знали, но долгое время хранили молчание. Сам Тэхён тоже предпочел держать лучшего друга в неведении, и Чимин прекрасно понимает, почему. Причина вовсе не одна, их множество, начиная от нежелания лишний раз напоминать Паку о его несостоявшейся беременности и заканчивая элементарными опасениями, что не имеющий возможности завести собственного желанного ребенка Омега отреагирует на подобную новость недоброжелательно. Но разве не для того и существует дружба, чтобы можно было не только получать помощь и поддержку в беде, но и искренне радоваться чужому счастью? Я тебя поздравляю», — шепчет Чимин. «Тебя и Чунгука. Вы такие молодцы». Он замолкает, когда Тэхён, быстро отложив в сторону миску, вскакивает со ступени и бросается в раскрытые объятия. В ответ Чимин обвивает руками пока еще тонкую талию друга и утыкается лицом в его плечо, пряча намокшие ресницы. В груди плещется море из самых противоречивых эмоций и чувств. Восторг и грусть, умиление от положения Тэхёна и сожаление от собственного поступка.
Радость ожидания и тоска от мыслей, что он сам не скоро сможет последовать примеру друга. А сможет ли и вообще? Оба Омеги стоят, обнявшись, молчаливо разделяя на двоих и счастье, и печаль. «Здравствуй, Сакджин», — вежливо здоровается Чимин с оборотнем, как только заходит в его дом. «А я сегодня испек печенье с орехами и решил тебя угостить». Омега, продолжая беззаботно щебетать, быстро стягивает с головы шапку и вешает свой меховой жилет на вбитый в стену гвоздь. Он закатывает рукава недавно связанного теплого свитера и начинает по-хозяйски раскладывать на кухонном столе принесенные угощения. Но лекаря любимое печенье ничуть не впечатляет. Альфа, следя за всеми действиями Пака, подозрительно прищуривает глаза и складывает на груди руки. «Ладно», — выдыхает Чимин и садится за стол. Задобрить принципиального лекаря с недью не удается, и Омега переходит к настоящей причине своего визита. «На самом деле я пришел поговорить с тобой. Ты уже 6-й раз за последний месяц приходишь со мной поговорить», — насмешливым голосом напоминает Альфа. «Потому что мне нужен ребенок», — теряет терпение Чимин. «А я тут при чем?» «А при том, что это именно ты наплел нам Джуну о какой-то опасности для моего здоровья, и теперь он отказывает мне в сцепке». «И правильно делает», — кивает головой лекарь, явно довольный услышанным. Он подхватывает одно печенье и засовывает в рот. Негромко мычит от удовольствия и, тщательно прожевав, продолжает беседу. «Чимин, ты очень импульсивен и непоследователен в своих желаниях. Сначала ты травишься непонятно чем от одной только мысли о возможной беременности, а спустя немного времени начинаешь мечтать о скором рождении волчат. Мы с тобой беседовали об этом уже много раз, и ничего нового я тебе не скажу». «Мне можешь ничего не говорить», — пожимает плечами Чимин. «Ты, главное, нам, Джуну, объясни, что со мной все в порядке. Ноябрь в самом разгаре, у меня течка скоро начнется, а мой Альфа не захочет заводить детей. Все вокруг беременные, один я, как первый день замужем». «Так уж и все. Я вот тоже не беременный», — уплетая печенье, открыто смеется Сакджин. Отчего Омега еще раз убеждается, что у лекаря общины отвратительное чувство юмора и на редкость сволочной характер. «Послушай, ну можно ведь попробовать», — усмиряя в себе приступ злости, жалобно тянет Чимин. «Сейчас нельзя», — строгим голосом отрезает Сакджин и уже мягче добавляет. «Подожди до следующей осени. Время пролетит незаметно». «Ага, вот и Намджун также мне говорит». Омега, теряя всякое терпение, вскакивает из-за стола и широко размахивает руками. «Сейчас вы меня убеждаете потерпеть год, потом скажете: ой, сейчас тоже не лучшее время, давай еще парочку лет подождем, чтобы ты наверняка выздоровел. Когда пройдет и этот срок, муж мне заявит: что-то я сейчас не хочу заводить детей, может, после. Вот так старость незаметно подкрадется, а волчат у нас как не было, так и не будет. Врете мне все про мое якобы плохое состояние здоровья. А что происходит на самом деле? Скажи мне правду. Я бесплодный? Я никогда не рожу малыша, а вы с Намджуном это от меня скрываете и тянете время. Надеюсь, что я сам рано или поздно откажусь от этой идеи». «Чимин, у тебя потрясающее воображение и очень богатая фантазия», — хвалит Омегу Сакджин и отходит к очагу. Быстро скользит взглядом, выставленным на полке берестяным коробочкам. «Чай будешь? У меня как раз для подобных случаев припасен сбор из корней валерьяны, лепестков пиона, плодов боярышника, мяты. Вот сам его и пей, а я абсолютно спокоен». Чимин широкими шагами возвращается к входной двери, срывает с гвоздя меховой жилет и, едва нахлобучив шапку, выходит за порог дома невыносимого лекаря. Омега, пиная по дороге сухие ветки и мелкие камушки, идет в сторону общины. Он зябко кутается, зарывается замерзшими пальцами в густой мех верхней одежды. Сдерживая слезы обиды,
влажно шмыгает носом и часто моргает, пока еще сухими глазами. Глупый Сакджин, помирать буду, а за помощью к тебе не обращусь, и разговаривать с тобой больше не хочу, мрачно размышляет Омега и делает глубокий вдох ледяного воздуха, понимая, что не пройдет и 5 дней, как он снова упадет к лекарю в надежде переубедить его. Убаюкивающе потрескивает в очаге огонь. Сухой и морозно-колючий ветер стучит в захлопнутые ставни, а на столе остывает разлитый по кружкам ромашковый чай. В уютной тишине слышно, как негромкое посапывание 6 волчат, улегшихся вздремнуть после сытного обеда на брошенном на пол одеяле. Иногда кто-то из пушистой ребятни приподнимает голову с тихим скулением, широко зевает и обводит сонным взглядом комнату, после чего вновь утыкается мордочкой в вытянутые лапы. «Как красиво!» — с восхищением шепчет Юнги, подходя ближе к креслу, сидя в котором работает иголкой Пак. Оборотень забирает из рук человека крохотную распашонку, ворот которой теперь пестрит переплетающимся узором красной цветочной вышивки. Он встряхивает вещицу и, положив на стол, разглаживает ладонями. Вдоволь налюбовавшись, аккуратно складывает и прячет в ящик комода, доставая из него же еще одну распашонку, которую сует в руки Пака. А на этой пусть будут ландыши. Вышивать белые цветы на светлой ткани, хмурится Чимин, разминая задервеневшую шею и растирая немевшие сколотые пальцы. Омега уже несколько часов возится с разноцветными нитками, украшая детские вещички будущего малыша Юнги. Но оборотню этого мало. Тогда можно фиалки вышить или одуванчики, предлагает Мин и сам принимает окончательное решение. Пусть на это и будут одуванчики, а для следующей еще что-нибудь придумаем. Чимин послушно отрывает желтую нить и, чуть высунув от напряжения язык, примеривается, чтобы попасть кончиком в игольное ушко. Спорить с оборотнем не хочется, и, кажется, тот этим фактом бессовестно пользуется. Присевший за стол Мин шумно отхлебывает из кружки чай, болтает в воздухе ногами, на которые надеты толстые шерстяные носки, и ласково поглаживает свой еще плоский живот. Пак, на секунду отрываясь от работы, чтобы посмотреть на друга, еле слышно хмыкает, отмечая в уме, что беременность тому явно пошла на пользу. За прошедшие 1,5 месяца Юнги растерял всю свою насмешливость, ни разу не простужался и выглядит до невозможности мило в огромной рубахе Хасока. Мин уверяет всех, что запах альфы нравится малышу, и поэтому теперь носит исключительно вещи мужа. А Чимин искренне считает, что Юнги просто хочет широкими вещами лишний раз продемонстрировать всей общине свой новый статус будущего папы. «Скучно-то как!» — подпирая рукой щеку, тянет оборотень и поглядывает на входную дверь. Поскорее бы альфы с вырубки вернулись. Они только когда стемнеет объявятся. Вслед за Юнги вздыхает Чимин, который тоже соскучился по своему мужу, и начинает тихий разговор. Чем вы вообще не обычно занимаетесь зимой? Уходим друг к другу в гости, шьем и вяжем одежду. Оборотень хитро прищуривается. Радуемся общению со своими мужьями. Это сейчас альфы еще на вырубке работают. Но как только выпадет снег, тоже по домам засядут. Вот только в этом году зима к нам почему-то не торопится. Оборотень сонно вздыхает, вслушиваясь в гудение ветра в дымоходе, и прогоняет дрему, чуть трясет головой. Начало декабря выдалось достаточно морозным, но на удивление сухим. Стылая пустая земля и голые, покрытые узором серебряной изморози ветви деревьев, нагоняют уныние на всю общину. Когда снег выпадет, сразу станет веселее, уверяет Юнги загрустившего Пака. Мы насыпаем огромные горки и заливаем их водой. Знаешь, как здорово на них кататься. А еще, когда лед на реке окрепнет, можно на зимнюю рыбалку ходить.
Оборотень замечает настороженный взгляд Чимина и со смехом добавляет. Ну, горки и рыбалка в этом году точно ни мне, ни Тэхёну не подходят. Но ты можешь неплохо повеселиться с Намджуном за нас троих. Чимин довольно улыбается, находя в своем положении явные преимущества перед друзьями, и, высоко подняв руки, сладко потягивается. Атмосфера в доме настолько умиротворяющая, что хочется, как сытому коту, свернуться клубочком перед пышущим теплом очагом и, закрыв глаза, немного поурчать. Но вместо этого Омега вновь склоняется над работой, решая, что на сегодня это будет последняя вышивка, ведь они с Мином еще планировали зайти в гости к Тэхёну. Кажется, это данное Киму обещание вспоминает и оборотень. Юнги внезапно задумчиво морщит нос и с явным сожалением поглядывает на комод. Тимин, может, мне следует поделиться детскими вещами с Тэхёном? Их с Чунгуком малыш тоже должен красиво одеваться. Дожидаясь ответа, оборотень нервно прикусывает нижнюю губу, всем своим видом показывая, как невыносимо больно будет ему распрощаться хоть с одной распашонкой. И тот облегченно выдыхает, услышав чиминовский смех. Не переживай, Тэхён еще лучше меня вышивать умеет. Вполне обойдется без твоих вещичек. Юнги быстро кивает, полностью соглашаясь с мнением Пака. Но внезапно настораживается. Вслед за ним Чимин тоже начинает внимательно вслушиваться в раздающиеся вдалеке на улице непонятные звуки. Оба Омеги недоуменно переглядываются, и оборотень поднимается на ноги. «Пойду гляну, что там происходит», — ворчливо бубнит Юнги, не обрадованный вынужденной и незапланированной выползкой из дома. Но Пак его останавливает. «Не выходи на холод, я сам посмотрю». Чимин закрепляет иглу на ткани и откладывает вышивку в сторону. Желая поскорее совсем разобраться, наспех обувается и надевает меховой жилет. Уже спускаясь по ступенькам крыльца, напяливает шапку и невольно ускоряет шаг. Из виднеющегося вдалеке леса выходят люди. Они бегут нескончаемым потоком, безликим черным пятном, захлестывая дорогу поселения оборотней. В ярком дневном свете блекло мерцают горящие в руках факелы, а солнечные блики зажигаются яркими вспышками на остриях длинных копий и лезвий обнаженных мечей. Подбадривая себя диким ором, люди рвутся вперед, уничтожая все на своем пути. От ближайших к лесу домов поднимаются густые клубы темного дыма, и ветер рваным дыханием вздымает к небу пляшущие на крышах еще редкие языки пламени. Крепко стиснув зубы, Чимин бежит по улице туда, где разгорается кровавая бойня. Толпищем людей преграждает путь лишь жалкой стайкой за омег-оборотней, что живут на окраине, и первым не узнали о нападении. Да вожак общины, высокая фигура которого облачена в тонкую рубаху и отчетливо белеет на фоне черных плащей пришедших. Они отчаянно бьются, ломая чужие копья и уворачиваясь от ударов мечей. Но их слишком много. Бесчетная толпа плесенью расползается по сторонам, огибая волков и пытаясь напасть на них со спины. Но уже через миг люди валятся безвольными телами на замерзший песок дороги, растерзанные клыками подоспевших на помощь омег. Звуки сражения разносятся все дальше по общине. Воздух отравлен гарью, и бегущий Чимин замечает, как новые и новые, привлеченные шумом омеги, выходят из домов, в лоскуты разрывая одежду, перевоплощаются в могучих волков и устремляются в самое пекло битвы. Чимин хочет закричать, но горло сухо жжет, и изо рта вырывается лишь жалкий писк. Вокруг творится безумие, которое нужно немедленно прекратить. Надо как можно скорее оказаться рядом с людьми, одним своим присутствием доказывая, что оборотни не несут никакой опасности человеческому роду. Волки вовсе не бездушные монстры. Они не убивают, а помогают выжить деревням. Они забирают омег не для жесткого умерщвления, а чтобы те стали любимыми и окруженными заботой мужьями. Чимин не знает,
кто сегодня начал эту битву, но уверен, что ее еще можно остановить. Он хочет закричать пришедшим, чтобы те опустили оружие. Омега готов ползать лично на коленях у ног мудрого вожака, вымаливая прощение людям, ведь они не виноваты в том, что их довел до отчаяния ужас перед оборотнями. Именно поэтому деревенские альфы напали на общину. Ими движет страх перед неизвестностью. Пришло время напомнить человечеству условия древнего договора, объяснить, как сильно они ошибаются, и не позволить им больше увязать в собственной лжи. Оборотни великодушны, и пришедшие наверняка будут помилованы, хотя бы те, чьи руки еще не запятнаны кровью. Омега слышит предсмертные стоны людей и звонкие визги раненых оборотней. Видит, как обледенелые комья дорожного песка окрашиваются алыми брызгами человеческой и волчьей крови. И не может задержать рвущийся из груди вопль, когда вожак перехватывает ладонью и отводит в сторону нацеленное в его грудь копье. Одним ударом руки сносит голову с плеч нападающего на него альфы, но он на мгновение замирает и падает лицом вниз, пронзенный насквозь чьим-то мечом. Люди пришли не разговаривать. Они пришли убивать. Впереди смерть и огонь. За спиной жители общины, которые до сих пор пребывают в неведении, семья Чон и уязвимый беззащитный Юнги. Чимин резко разворачивается и бежит обратно. «Забирай волчат и уходи!» Ураганом врывается в дом Чимин и бросает в руки Мина сорванную с вешалки теплую одежду. «Бегите к альфам! Сообщите о нападении на общину!» И, видя, что оборотень не торопится выполнять просьбу, срывается на крик. «Делай, что тебе говорю! Быстрее!» «Чимин, я ничего не понимаю, что происходит!» Начинает было говорить Юнги, но Пак его не слушает. Он стрелой вылетает из дома и сбегает по ступеням крыльца, вновь направляясь к месту битвы. Едва очутившись на широкой дороге, замечает, что нападающие оттесняют держащих оборону волков все дальше, вглубь поселения. Успевшие обогнуть оборотней альфы бегут к домам. Ударами ног распахивают незапертые двери жилищ и забрасывают в них горящие факелы. Люди бьют, режут и жгут. Широко размахивают мечами и метают копья, стараясь задеть бестолково мечущихся по улице волчат. «Ну, отпусти его!» — выкрикивает Чимин, увидев, как альфа хватает рукой и поднимает за шкирку подвернувшегося щенка. Омега задыхается, но бежит еще быстрее. Нужно отнять ребенка, прикрыть своим телом и этого, и всех других детей, которые росли в безопасности и не знают, как спасаться при нападении. Надо спрятать за своей спиной разбежавшихся в панике и дрожащих от страха волчат. Пришедшие ничего не сделают Чимину, ведь он такой же, как и они, человек. Широко размахнувшись, альфа подбрасывает в воздух пойманного щенка. Слепящий блеск острого лезвия, короткий визг боли, и волчонок падает на дорогу, заливая холодный песок, дымящийся горячей кровью. Альфа свирепо скалится, замечая приближающегося к нему Омегу. Он бежит навстречу, замахиваясь в смертельном ударе, вскидывает над плечом меч, и Чимин замирает на дороге. Охваченным оцепенением, Пак смотрит на этого альфу, непонимающе вглядывается в чужое искаженное злобой лицо и не видит в глазах человека ни сострадания, ни жалости. Глава 18. Не отрывая взгляда, Чимин смотрит на бегущего к нему альфу. Он замечает на серебристой глади меча всполохи пламени, что охватило стоящие рядом дома. Искаженное злобой чужое лицо пугает звериным оскалом. С каждым мигом человек все ближе, но Омега не находит в себе сил, чтобы попытаться убежать или хотя бы увернуться от удара оружия. Застывший от непонимания и нереальности всего происходящего, Пак может только наблюдать, отчитывая последние мгновения собственной жизни. Глубокий вдох.
Альфа уже почти рядом. Он так близко, что Омега может рассмотреть вышитый узором ворот его рубахи, что выбивается из-под черного дорожного плаща. Медленный выдох. Замахиваясь шире, человек коротко кричит, готовясь отнять еще одну жизнь. Жизнь Чимина, который наивно считал нападающих своим родом и своими собратьями, который был уверен, что люди не станут причинять ему зло. Темная тень сносит Альфу с ног, опрокидывая спиной на дорогу. Человек борется, пытается оттолкнуть руками, но уже через миг обмякает, захлебываясь собственной кровью. Когда угольно-черный волк рвет клыками его глотку и одним ударом передней лапы ломает ребра, вскрывая грудную клетку. Отскакивая от тела, оборотень коротко оглядывается на Чимина, проверяя, все ли с ним в порядке, и стремительно убегает на помощь к другим омегам. «Спасибо, Юнги», — выходя из оцепенения, шепчет Чимин. Больше нет сомнений и страха. Четко проведенная граница, кто друг, а кто враг. И Омега падает на колени перед мертвым телом Альфы, разжимает пальцами его стиснутый кулак, чтобы подняться на ноги, крепко удерживая в ладони рукоять чужого меча. Люди теснят сражающихся оборотней, обходят их по узкой кромке дороги, ранят щенков и падают замертво, разорванные зубами омег. Чимин не может помочь оборотням выстоять в этой битве, но даже его скудных сил хватит, чтобы спасти жизни многих. «Уходите на вырубку!» — кричит Омега волчатам, подбегая к месту боя. «Спасайтесь! Бегите к альфам!» В реве огня, воплях людей и рычании волков его слышат немногие. Чимин наперегонки с людьми ловит ошалевших от ужаса малышей, трясет их руками и хлопает по мордочкам, приводя в чувство и повторяя, что они должны убегать прочь. Он не боится нападающих. Желание спасти детей сильнее страха за собственную жизнь, а рядом с ним его брат, чутко следящий за происходящим и сметающих каждого, кто осмелится подойти к Омеге опасно близко. Откуда-то слева раздается истошный визг, и Омега спешит на помощь к прячущемуся в голых ветвях кустарника щенку, которого один из альф ухватил за заднюю лапу и пытается вытащить из укрытия. Стоит на миг отвернуться, и они вонзят в твою спину нож. Так говорил о людях Намджун, но Чимин, он тоже человек. Без жалости и колебаний Омега нападает со спины, бьет лезвием меча куда-то в основание шеи, и разрубленный ниже ключиц альфа заваливается на бок. «Беги на вырубку, живо!» — командует Пак спасенному волчонку, и, оглядевшись по сторонам и убедившись, что все остальные в живых дети стремительно удирают вглубь поселения, сам следует за ними, на бегу подхватывая на руки ковыляющего на 3 лапах белоснежного щенка с опаленным бочком. Предательский ветер гонит тяжелые клубы дыма, перебрасывает огонь с крыш домов на соседние жилища. Трещат кострами и сыпят искрами высаженные у резных крылечек плодовые кусты, а по бурой сохшейся траве и редким листьям ползут оранжевыми змеями языки пламени. Чимин пробегает мимо охваченного пожаром дома Юнги и Хасока, во дворе которого под порывами ледяного воздуха раскачивается полыхающий гамак, что так и не был убран Альфой на зиму в чулан. За спиной Пака бегут люди. Навстречу все новые оборотни Омеги, что спешат встать на защиту общины вместо своих раненых и убитых братьев. Чимин со всех ног несется к Тэхёну, чтобы увести его семью как можно дальше от огня и смерти, но останавливается на дороге, услышав, как из жилища с только что вспыхнувшей крышей раздается протяжный отчаянный вой. В доме остались дети, мгновенно понимает Омега и сворачивает в сторону. «Сиди тихо и не высовывайся», — просит он белого щенка, прячет того под стоящей неподалеку от стены скамейкой и для большей надежности укрывает смятой с себя меховой накидкой. Омега взбегает по крыльцу и толкает руками тяжелую дверь. Комната медленно наполняется едким просачивающимся сквозь тонкие щели потолка дымом. Зажимая лицо рукавом рубахи, Омега рыщет взглядом по просторной кухне,
пытаясь найти малышей. Но повторный вой раздается где-то в глубине дома. И Чимин, не задумываясь, спешит на звук. Задыхаясь и кашляя, проходит в чужую спальню и ложится на пол. Под кроватью в самом дальнем углу, крепко прижавшись друг к дружке, прячутся два крохотных волчонка. Малыши мелко трясутся, жмурят от страха глаза и закрывают носы передними лапами. Не тратя драгоценное время на пустые разговоры и объяснения, Чимин ныряет под кровать, обеими руками хватает волчат за шкирку и вытягивает их наружу. Комната окутана ядовитым белым туманом. Но Омеге удается разглядеть крепко запертое окно. Чувствуя, как до тошноты кружится голова и от каждого робкого вдоха режет легкие, Чимин шарит ладонями по деревянной поверхности ставен, нащупывая щеколду, и широко распахивает их. От ворвавшегося в дом воздуха разгулявшийся на крыше огонь устремляется вниз, стекает по стенам и гложет раму окна. Омега вышвыривает на улицу двух волчат и едва успевает выбраться сам. Подгоняемый со спины жарким пламенем, Чимин отползает к скамейке и подтягивает к себе рукой фыркающих щенков. Он осторожно оглядывается вокруг, замечая, что людей поблизости становится все больше. Время безнадежно упущено, но оставаться на месте без надежного укрытия небезопасно. Не решаясь выйти на дорогу, Омега продолжает пробираться к дому Тэхёна короткими перебежками, то скользя спиной по стенам зданий, то прячась за высокими крыльцами и срубами колодцев. Одной рукой прижимает к себе раненого малыша, а другой держит наготове вскинутый меч. Но ни Омегу, ни двух жмущихся к его ногам перепуганных волчат люди не замечают. Они охвачены стремлением продвинуться как можно дальше в поселении оборотней, бегут вперед, по пути быстро осматривая пустые жилища. Сердце бешено бьется в груди, когда Чимин видит, что у дома семьи Чон столпились альфы. Перед крыльцом, разметав по сторонам несколько разорванных тел, охраняет вход в дом серый волк. Люди машут мечами и целятся копьями, отскакивают назад от каждого выпада зверя, но их слишком много, и одному из них удается вонзить острый наконечник в бок оборотня под истошный визг Тэхёна. «Папа!» Чимин влажно всхлипывает, когда грозно тявкающим рыжим клубком спешит на помощь оборотню маленький Юнгук. Храбрый, бесстрашный и такой глупый. С диким смехом альфы несколькими ударами меча добивают упавшего на землю зверя и кидают сверху на его серую шерсть безжизненно истекающее кровью тело волчонка. Они поспешно уходят со двора, а дрожащий от ненависти Пак выпускает из рук белого малыша и крепче сжимает рукоять, когда один оставшийся альфа поднимается по ступеням крыльца и перешагивает через порог. Твари, нелюди. Чимин врывается в дом, держа перед собой клинок. С разбега пронзает им насквозь человека и чуть не заваливается сверху, когда не успевает вытащить меч из рухнувшего на пол тела. С мерзким хлюпаньем вытягивает оружие, бегло оглядывает взглядом побелевшее лицо Кима, трех прячущихся за ним волчат, и спешит обратно, чтобы провести в жилище ранее спасенных малышей. «Чимин, ты ранен?» — судорожно выдыхает Тэхён. «Это не моя кровь», — коротко отвечает Чимин, становясь в проеме двери. Больше некуда уходить. Люди повсюду, и оборотни бьются с ними практически напротив дома. Пожар неукротимо приближается, поочередно обхватывая деревянные срубы. Но Пак верит. У них еще есть шанс на спасение. Работающие на вырубке оборотни должны были заметить поднимающиеся над общиной клубы дыма. Или до них успели добежать волчата. Альфа наверняка уже спешат к ним. Они скоро появятся. Нужно только немного подождать. Продержаться несколько жалких минут. И это время всем собравшимся в доме может дать Чимин. Расставив ноги для пущей устойчивости, Омега замирает в дверном проеме и обеими руками крепче перехватывает рукоять меча, готовясь достойно встретить каждого, кто попытается к ним прорваться. Победные вопли людей стихают,
Едва вдалеке раздается нарастающий шум от топота мощных лап. Через несколько мгновений оглушительный вой разрывает воздух, и толпу пришедших сметает разношерстная волна. С тонким звяканием бьется о порог выскользнувший из ладони Омеги меч. Чимин привычно подхватывает приковылявшего к его ногам белоснежного щенка, чуть пошатываясь, выходит на крыльцо и, хватаясь свободной рукой за перила, спускается по ступеням. Он бредет по залитой кровью дороге, не ощущая холода от треплющей его рубаху и волосы ветра. Смотрит на раскиданные трупы людей, их сломанные копья и погнутые мечи. Влажно шмыгает носом и утирает рукавом мокрые глаза, замечая бездвижно лежащих волков. Отпинывает в сторону ногами потухшие факелы и, полностью обессилев, опускается на ледяной песок. Большая часть альф продолжают гнать людей к кромке леса, а другие, которые остались с омегами, перевоплощаются в людей. Они кидают друг другу в руки найденную в ближайших домах одежду и расхватывают топоры. Туша пожар, срубает горящие кусты с деревьями и быстро черпает из колодцев воду. Некоторые из них загнанно рыщут по улице, отыскивая своих мужей и детей. Оборотни крепко обнимаются и осматривают друг друга, помогают перевязать раны. Шумно переговариваются между собой и выкрикивают имена близких. А в белом мареве дыма Чимину все происходящее кажется дурным сном. Он, словно в прострации, раскачивается из стороны в сторону, слышит крики отчаяния и с каждым мгновением усиливающийся вой тех оборотней, которые находят своих близких бездыханно лежащими на земле. Видит, как молодой Омега падает на колени перед своим сгоревшим домом и закрывает ладонями лицо, но заходится плачем от счастья, едва к нему звонко тявкая подбегают два спасенных Чимином щенка. «Сакджин! Где Сакджин?» — дико кричит Хасок, обеими руками зажимая хлещущую кровью рваную рану на плече черного волка. А тот извиняюще скулит и лижет лицо своего альфы, после чего опускает голову на его колени и закрывает глаза. Перевязывающий ожоги какого-то оборотня лекарь бросает начатое и бежит к юнге. Он бегло осматривает рану волка и оглядывается по сторонам. «Несите его ко мне в дом!» — машет рукой Чунгук и вновь склоняется над Тэхёном, который громко плачет, упав на тело убитого папы и крепко прижимает к груди мертвого Юнгука. Альфа пытается осторожно поднять Омегу с холодной земли, взять его на руки, но тот не позволяет этого сделать. «Почему люди так жестоки? Почему они снова отняли у меня папу и брата?» — рыдает Тэхён, а Чунгук, не замечая, как по его собственному лицу скатываются слезы, прижимает ладони к округлившемуся омежьему животу и умоляет успокоиться, потому что потерять еще и его они не могут. Чимин смотрит на перемазанных пеплом и кровью оборотней, пытается встать, чтобы хоть чем-нибудь помочь, но ноги не держат, и он лишь протягивает вверх руки, отдавая белоснежного волчонка в объятия к его подбежавшему отцу. «Янхо, малыш!» — неверяще шепчет белокурый Альфа, осыпая поцелуями жалобно скулящего щенка. И, спохватываясь, подзывает мечущегося поблизости мужа. «Любимый, он здесь!» Чимин безмолвно кивает головой, принимая слезные слова благодарности, и провожает потухшим взглядом ушедшую семейную пару. Омеге хочется закрыть глаза, прямо сейчас лечь на пропитанный кровью песок и крепко уснуть, забыть звучащие эхом звуки сражения, не слышать плача оборотней по убитым, не видеть черные пепелища домов. Омега смертельно устал и жаждет отдыха, но чьи-то горячие ладони обхватывают его плечи и вздергивают вверх. Чимин утыкается носом в широкую грудь Альфы, из последних сил обвивает руками его шею и жарко дышит родным запахом, жмется к Намджуну, и только в его теплых, надежных объятиях позволяет себе разреветься в голос, выпуская наружу весь пережитый страх
и пропущенную через сердце чужую боль. Поздним вечером, когда общину накрывает тьма, подсвеченная лишь серебристым светом взошедшей на небо луны, Чимин выходит из дома. Он крепко держит за руку идущего рядом Намджуна, чтобы случайно не оступиться и не упасть. Они недолго стоят на краю дороги, дожидаясь пока еще немногочисленную процессию, во главе которой шагают альфы, везущие за собой широкие телеги, и присоединяются к ней. Толпа идет бесшумно. Не слышно ни одного судорожного вдоха, и на лицах не видно слез. Все погибшие были оплаканы своими друзьями и близкими еще днем. И тишину нарушает только скорбный скрип деревянных колес. Оборотни останавливаются у домов, помогают вынести укрытые белой тканью тяжелые тела волков, осторожно грузят на телеги и продолжают свой путь. Низко опустив головы, шагают альфы, потерявшие своих мужей, осиротевшие дети и омеги, которые крепко прижимают к груди укутанных погребальными саванами щенков, изредка оставляя на мягких полотнах ласковые поцелуи. Намджун замедляет размеренный шаг, дожидаясь бредущего в толпе Чонгука, и Чимин, увидев в руках Чона белый сверток, не может сдержать вырвавшийся всхлип. «Не плачь, не нарушай его покой», — одними губами просит Чонгук, и Омега согласно кивает, вытирая ладонями мокрые глаза. Они безмолвно выходят на поляну в сердце общины, посреди которой был заранее сложен огромный костер. Заботливо укладывают тела убитых на пружинищие, словно мягкая постель, ветви и выбивают огнивыми искры. Пламя медленно разгорается, укрывая теплым дымом белые коконы, трещит в морозном воздухе и через некоторое время жарко вздымается ввысь. «Спите спокойно», — шепчет Омега, сложенные у лица ладони. «Ушедшие не спят, Чимин», — мягким тихим голосом объясняет Чонгук. Они по свету луны поднимаются в небо, чтобы навсегда зажечься на нем яркими звездами, присматривают за близкими и молят судьбу быть благосклонной к оставшимся здесь на земле. Чонгук тяжело вздыхает и трет ладонями лицо, а Чимин неотрывно смотрит, как погибшие сегодня оборотни в жарком дыхании огня обращаются легким пеплом и парят в серебристом сиянии, находя дорогу к своим праотцам. Омега верит всем сердцем, что добрый и мудрый вожак проведет сыновей общины по бликам священной луны, отыщет верный путь, даруя каждому заслуженный покой и долгожданную встречу с давно ушедшими братьями и родней. Юнгук и папа теперь с отцом, словно услышав мысли Пака, выговаривает Чонгук. Он позаботится о них лучше, чем это смог сделать я. Чимин высоко поднимает лицо, желая возразить беспомощно сжавшему губы Альфе, что тот не прав. Ведь он был любящим сыном, ласковым братом, и если бы погибшие могли говорить, они сказали бы ему то же самое. Но Пак не успевает. Чонгук внезапно опускает руку на омежье плечо и притягивает к себе, крепко обнимает и выдыхает. «Спасибо за Тэ и братьев». «Не благодари», — мотает головой Чимин и пытается отстраниться от чужой груди, чтобы снова сжать пальцами ладонь стоящего рядом мужа. «Я не для себя старался. Мне они тоже очень дороги». «Знаю». Чонгук послушно выпускает Омегу. «И все равно спасибо». Медленно догорает погребальный костер, оседает раскаленными оранжевыми углями с пляшущими на них редкими языками пламени. Остатки его жара уносятся порывами ветра, и всех жителей общины, что пришли проститься с мертвыми, обнимает колючий морозный воздух, но расходиться по домам оборотни не спешат. Чимин непонимающе оглядывается вокруг, когда тихо перешептывающаяся толпа начинает сперва робко, а после более уверенно расступаться в стороны, освобождая узкий проход к стоящему поодаль жертвенному алтарю.
Сотни желтых пронзительных взглядов устремлены на Намджуна, и тут, чуть поколебавшись, принимая решение, делает глубокий вдох и разжимает переплетенные с Чимином пальцы. «Что происходит?» — взволнованно спрашивает оставшийся стоять на месте Омега у Чонгука. Община выбрала нового вожака. Чимин с замиранием сердца следит, как его муж, разгоняя шагами стелющийся у ног белый дым, неспешно идет к алтарю. Могучий Альфа, широко расставив плечи, отходит все дальше. По пути внимательно вглядывается в окружающие его лица, пытаясь заметить чужое сомнение или несогласие. Но собравшиеся на поляне все как один лишь учтиво склоняют перед ним головы. Он обходит жертвенный камень, берет в правую руку лежащий на его поверхности кинжал и поворачивается к оборотням. Сегодняшний день навсегда останется в наших сердцах, как день памяти и скорби. Раскатами грома проносится голос Намджуна. Люди забыли условия договора, пришли на нашу землю и осмелились вероломно напасть на наших омека-детей. Оборотни никогда не прощали обид, а закон един для всех. Я не зову вас на бой. Любая война рано или поздно заканчивается перемирием. Ким обводит взглядом злобно сверкающей глазами толпу и переходит на громкий крик. «Я поведу вас на охоту! Утолим жажду мести человеческой кровью! Вы со мной, братья!» Восторженные вопли разрывают в клочья воздух. Альфы по-звериному ревут и скидывают вверх руки, поддерживая принятое вожаком решение. Намджун проводит лезвием кинжала по своей левой ладони, несколько раз силой сжимает и разжимает пальцы, выпачкивая их, после чего опускает руку на жертвенный камень, оставляя на нем кровавый отпечаток, как знак принесенной клятвы верного служения своей общине. «Мы выходим на рассвете!» «Мой волчонок самый лучший в мире Омега», — вновь и вновь повторяет Хасок, стоя на коленях перед кроватью в одной из спален дома семьи Чон. Он гладит ладонью по шерсти неподвижно лежащего на постели черного волка. И Чимин, складывающий в корзину окровавленные простыни, больно прикусывает зубами нижнюю губу, чтобы не разреветься. Я помню тот день, когда мой лучший друг сообщил радостную новость, что в их семье родился Омешка. Я помню, как впервые увидел тебя, крохотный слепой комочек, а после проводил рядом с колыбелью много времени, помогая твоей семье присматривать за тобой. Ты рос таким упрямым, ненавидел быть спеленутым и постоянно перевоплощался в волчонка, чтобы выбраться из укрывающих тебя простынок и одеял. Вновь перевоплощался в младенца и лежал голышом, из-за этого часто простужаясь. Все мы думали, что станет легче, когда ты немного подрастешь. Погруженный в давние воспоминания Альфа чуть хмыкает. И ошиблись. С каждым годом следить за тобой становилось все сложнее. И мы с Джунги, твоим старшим братом, сбивались с ног. Мы отнимали у тебя сосульки зимой и вытаскивали из луж по весне. Летом ты, совсем не умея плавать, норовил залезть в воду реки, а осенью отказывался носить шапочку и расстегивал пуговицы на верхней одежде. Ты падал с деревьев, несколько раз увязал в лесном болоте, а однажды чуть не свалился в колодец, решив, что забраться в закрепленное на гвозде ведро и спуститься вниз — это вполне увлекательное приключение. Ты рос на моих глазах. Я всегда был рядом, и сейчас не смогу сказать с полной уверенностью, в какой момент полюбил тебя. Когда ты стал привлекательным юношей или гораздо раньше, когда я осознал, что никогда не смогу отдать тебя, никому из Альф не доверю твою жизнь. Чон мягко улыбается, перебирая в своей памяти самые важные и теплые моменты прошлых лет. Но его лицо вновь удрученно вытягивается, едва он натыкается взглядом на побуревшие лоскуты ткани, плотно стягивающие волчье плечо. Мы были вместе всю жизнь, создали пару и опасались, что у нас не получится соединиться в семью.
Ты помнишь ночь перед брачными боями? Помнишь, что сказал тогда?» Хасок быстро облизывает пересохшие губы и сглатывает застрявший в горле склизкий ком. Наклоняется ниже к Омеге, чтобы почти беззвучно прошептать: «Ты мне сказал, что примешь любой исход битвы и смиришься с тем, что может произойти. Но судьба определит лишь твою жизнь. Над твоим сердцем она не властна». Оборотень проводит рукой по тяжело вздымающемуся боку волка и останавливает ладонь, чтобы ощутить под ней слабое биение. «Оно мое, Юнги», — твердо выговаривает Хасок. «Ты отдал свое сердце мне, и я никогда не разрешу ему замолчать. Я дрался на брачных боях, вырвал нам право быть вместе. Теперь пришел твой черед, Юнги. Борись. Не позволяй чужой злой воле разлучить нас, и ни едино влекущий свет луны. Я умоляю, останься со мной, волчонок, останься со мной навсегда». Альфа в последний раз проводит рукой по черной шерсти и целует волка в нос. Медленно поднимается на ноги и подходит к замершему Чимину. «Береги его. Для меня. Для нас всех», — поправляет Омега оборотня, и тот согласно кивает головой. Они выходят из комнаты, оставляя дверь открытой, и направляются к спальне Чунгука и Тэхёна. «Чунгук, нам пора», — сухо говорит Хасок и уходит на кухню, где около входной двери лежит его небольшой мешок с заранее собранными необходимыми вещами. «Не уходи», — тихо просит Тэхён, сидящего рядом на кровати мужа. «Ты не обязан идти на войну. Я слышал, как Намджун сказал, что ты можешь остаться». «Не могу». Альфа тянется рукой, чтобы осторожно стереть струящиеся по вискам Омеги слезы. «Люди забрали жизни наших близких и дорого за это заплатят. Я не могу оставаться в стороне». Тэхён, смирясь с неизбежным, тяжело вздыхает, но выпускать из пальцев ладонь мужа не спешит. Чунгук продолжает ласково уговаривать и свободной рукой поочередно подхватывает топчущихся по постели пушистых щенков, чтобы ссадить их на пол, опасаясь, что кто-то из них может по неосторожности наступить лапой на омежий живот. Но волчата глухо ворчат на старшего брата и снова запрыгивают на кровать к Тэхёну. Раздается шорох открываемой двери, и Чунгук на прощание, крепко расцеловав мужа с волчатами и пообещав очень скоро вернуться, выходит из спальни. Вслед за ним идет Чимин, убедившись, что утомленный бессонной ночью Тэхён вовсе не собирается горько плакать, а закрывает глаза, чтобы поспать. Чунгук быстро запихивает свой мешок, последние вещи, и оглядывается на Пака. «Позаботься о них, пока я далеко». «Буду заботиться, даже когда ты снова будешь рядом», — обещает Чимин. Чон, давая возможность супружеской паре пообщаться наедине, спешно выходит за дверь, и Омега подходит ближе к пришедшему Намджуну. «Собрался? Ничего не забыл», — мямлет Чимин. Он отводит свой взгляд и неловко переступает с ноги на ногу, не зная, что еще сказать мужу. Теребит пальцами подол рубахи и судорожно перебирает в голове подходящие для данного случая слова. Но все они кажутся Омеге безнадежно жалкими и неискренними. Его волк уходит охотиться на людей. Стая собирается на поляне, чтобы стереть с лица земли одну из человеческих деревень, и Омегу подташнивает от страшных образов и мыслей. Оборотни не стали преследовать напавших на общину альф, которые успели скрыться в лесу. Пак уверен, что сейчас те бегут в сторону родной деревни, стремясь как можно скорее встать на ее защиту. Путь от деревень до общины этим летом у оборотней, несущих на своих плечах паланкин с омегами, занял около 3 дней. Но, возможно, спешащие люди преодолеют эту дорогу немного быстрее. Но для сильных и выносливых волков это расстояние пустяк. Вышедшая из общины с первыми лучами солнца стая будет на месте уже этой ночью. И вернувшихся в родные края людей альф встретит разъяренные своры жадных до крови волков, да выжженный дотла пустырь.
Пощады не будет. Никому. Чимин переминается с ноги на ногу и смотрит в пол, не в силах подобрать нужных фраз. А какими напутственными речами провожали деревенские омеги своих братьев и мужей? И сладко ли им сейчас спится в мягких постелях, зная, что их альфы ушли убивать? О чем они радостно переговариваются со знакомыми и соседями? И как сильно ждут возвращения с победой своих защитников? Омега сжимает кулаки, ярко представляя, как люди заразительно смеются, заранее обсуждая между собой ожидаемую победу людей над оборотнями. Как вытирают редкие слезы старики, гордясь своими сыновьями. Как беззаботно и от всей души поют песни молоденькие омеги, решив, что отныне им нечего бояться, и ночь белой луны для них не настанет никогда. Как более зрелые по возрасту омеги деловито размышляют вслух, какие ценные трофеи принесут в дар их мужья. И как деревенские мальчишки громко спорят на улицах, чей отец храбрее и который из них сможет раздобыть больше отрубленных волчьих голов и лап. Быть может, они даже мечтают, что альфы пригонят несколько волчьих отродий, чтобы все жители смогли вдоволь натешиться с ними, таская на поводках по мерзлым дорогам деревни, перед тем, как придушить или утопить в ледяном ручье. Чимина трясет от ярости, но на замену злящим образом вдруг в памяти всплывает доброе лицо мудрого вожака и его по-отечески ласковое «сынок». Он вспоминает ясную улыбку папы Чунгука, который всегда встречал с распростертыми объятиями и старался угостить повкуснее. Омега снова слышит звонкое веселое тявканье Юнгука, маленького храбреца, который должен был вырасти в сильного охотника, но никогда им не станет, оставшись в воспоминаниях всей общины смелым и отчаянным рыжим щенком. В широкой плетеной корзине, что стоит за спиной, сложены простыни, запятнанные вышедшие из раненого черного волка кровью и сгустками мягкой слизи, которые уже следующей весной должны были появиться на свет в виде пары очаровательных малышей, которых так долго ждали и Юнги, и Хасок. И нужные слова находятся сами. Намджон. Омега обхватывает ладонями лицо Альфы и бесстрашно смотрит в его желтые глаза. Убейте их всех.